После того, как врачи изучили наши анализы, ко мне подошла дочь Геннадия Васильевича, Гончакова Светлана Геннадьевна, и начала меня ругать. Зачем мы вообще приехали с таким диагнозом? Тогда я обратилась уже в службу малоподвижных пассажиров. Они меня сопроводили на отдельной специализированной машине, посадили меня самый первый в самолет и затем только пустили народ на посадку. Ну, вот так мы вернулись домой, потратили порядка 70 тысяч, бросили на ветер. Но на самом деле я не жалею, что мы слетали, потому что мы услышали мнение специалиста, кардиолога из института имени Бакулева. Всем привет! Меня зовут Гульназ. Я вам рассказываю о том, как я стала мамой особенного ребенка. В прошлых видеосюжетах я уже вам рассказывала о том, с какими диагнозами родился наш малыш. Когда ребенку исполнилось 3 месяца, мы созвонились с профессором Гончаковым Геннадием Васильевичем, челюстно-лицевой хирург, город Москва, и он нас пригласил на операцию. Мы, как полагается, сдали все анализы и прошли также консультацию у кардиолога нашего местного, детского кардиолога. Она нам написала справочку, расписала наши диагнозы, а также указала о том, что у нас есть сердечная недостаточность, чего у нас уже в тот момент и не было как таковой. Я отсканировала эту справку от кардиолога и отправила в Москву. На эту справку Геннадий Васильевич ничего не ответил. Но раз он не отвечает, я подумала, что все в порядке, в этой справке ничего особого нет. Мы купили билеты на самолет Уфа-Москва и начали готовиться к поездке. Но перечислять то, что нам нужно было в больнице, я, наверное, не буду, а как-нибудь сниму отдельное видео, что мы брали с собой и что нам на самом деле понадобилось, что мы там использовали, а что оказалось ненужной вещью. На дворе стояла зима, и я не могла себе представить, как же я все-таки одна полечу с малышом, с 3-месячным новорожденным ребенком, одна в Москву, с чемоданом, с ручной кладью, с автолюлькой, в зимней одежде. Ну, сами понимаете, да, что трудности могут возникнуть. Аэропорт у нас находился в 200 километрах от моего родного города. То есть мне нужно было 3 часа ехать до аэропорта города Уфы. Затем где-то сцеживаться в дороге, как-то его кормить, мыть его посудку. И я решила взять с собой старшего сына. На тот момент ему было уже 19 лет, и он нам помог лететь до Москвы. Мы взяли с собой 2 маленьких багажа, ручную кладь. На тот момент я не знала, что можно обратиться в службу малоподвижных пассажиров, которые очень неудобно было при посадке садиться в автобус, который довозил нас до самолета. Все очень сильно толкались, несмотря на то, что у меня в руках автолюлька с младенцем. Когда мы прилетели в Москву, также очень неудобно было без помощи вот этой службы для малоподвижных пассажиров спускаться с трапа, садиться опять в этот автобус. Автобус петлял минут 20 по аэропорту. Люди постоянно падали то на меня, то на ребенка, и в последний момент я уже не выдержала и просто всех начала раскидывать в разные стороны. Ну, вот такой у нас народ невоспитанный, что, видя женщину с малолетним ребенком, никто не уступил ни места. Надо было как-то самой удержаться, стоя на ногах, а на руках еще автолюлька, которая тоже весит порядка 6 килограмм, и плюс ребеночек. То есть итого 12-13 килограмм у вас на руках. По прилету в Москву мы сначала проехали непосредственно в институт челюстно-лицевых заболеваний. Адрес я вам укажу ниже. Мы оформили все документы
и направились в Центральную клиническую больницу при президенте РФ. Очень сложно передвигаться с малышом, если вы в дороге одна и нет возможности где-то сцедиться. Я на протяжении 10 часов у меня не получилось нигде сцеживаться, и я уже в приемном покое ЦКБ попросилась к ним в туалет, и вот в таких походных условиях мне пришлось сцеживаться. После того, как врачи изучили наши анализы, ко мне подошла дочь Геннадия Васильевича, Гончакова Светлана Геннадьевна, и начала меня ругать. Зачем мы вообще приехали с таким диагнозом? Указывая на то, что в справке кардиолог указал на нашу сердечную недостаточность. Я ей пыталась, соответственно, объяснить, что мы не принимаем никаких препаратов и что сердечной недостаточности у нас как таковой и нет. Из-за того, что в нашем маленьком городе работает неграмотный детский кардиолог, мы попали вот в такую ситуацию, что нам начали отказывать в операции в хейлоринопластике, то есть закрытие дефекта верхней губы и устранение деформации носа. Мы пообщались там же в клинике с местным кардиологом. Она нам сообщила о том, что не стоит расстраиваться, что ребеночек на самом деле маленький, вес очень маленький, 5 килограмм, и что нам лучше добрать еще пару килограмм и приехать через пару месяцев на операцию. А также она нам помогла записаться на прием к кардиологу в институт имени Бакулева. На самом деле нам улыбнулась удача, потому что очередь в этот институт длятся до 2 месяцев. Побывав на приеме у кардиолога, кардиолог нам дала справку о том, что противопоказаний к оперативному вмешательству нет. Мы вернулись в ЦКБ Гончакову, но Гончаков извинился, попросил нас вернуться домой и набирать вес, так как вес действительно был очень маленький, а расщелина очень огромная. Ну, вот так мы вернулись обратно домой. Летела я одна с 2 чемоданами, которые я в этот раз уже сдала в багаж. Была у меня ручная кладь, автолюлька и маленький ребеночек. И тогда я обратилась уже в службу малоподвижных пассажиров. Они меня сопроводили на отдельной специализированной машине, посадили меня самый первый в самолет и затем только пустили народ на посадку, за что я очень благодарна. Также при посадке в Уфу за полчаса необходимо сообщить бортпроводникам о том, что вы хотите воспользоваться опять этой же услугой сопровождения службой для малоподвижных пассажиров. Меня также в Уфе сняли с борта, самый последний, когда уже весь народ разбежался. Это на самом деле очень удобно, не нужно толпиться с маленьким ребенком в автобусе, потому что вам в автобусе наш народ никогда не поможет. В этом я уже убедилась. Ну, вот так мы вернулись домой, потратили порядка 70 тысяч, бросили на ветер. Но на самом деле я не жалею, что мы слетали, потому что мы услышали мнение специалиста, кардиолога из института имени Бакулева. В следующем видеосюжете я вам расскажу, как мы попытались снова поехать в Москву для проведения хейлоринопластики. Если вам понравился мой видеосюжет, поставьте, пожалуйста, лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Я вам всем желаю здоровья. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Пока.